На побережье штата Мэн, где холодный утренний воздух всегда несет запах соли и одиночества, обычный рыбак Джон Крейг жил по ритму приливов. Годы на море сделали его преждевременно сосредоточенным и усталым. Он ухаживал за ловушками для омаров, чинил сети и разговаривал с волнами, как с давними знакомыми. С тех пор, как 3 года назад умерла его жена Эллен, океан стал ему и домом, и собеседником. Каждое утро, прежде чем солнце полностью поднялось, он спускал на воду Марлин и уходил к острову Святого Матфея. Это было место, где он думал о прошлом и искал порядок среди хаоса моря. В то утро после ночного шторма море казалось тяжелым и усталым. В воде плавали куски плавника, водоросли и обломки, оставшиеся после ярости ветра. Джон, по привычке проверяя снасти, заметил среди скал у берега нечто длинное и прямоугольное, наполовину погруженное в песок, покрытое ракушками. По форме это похоже было на гроб. Мысль холодная и лишенная согласия с его здравым смыслом. Он усмехнулся сам себе. Море находило странные вещи, от деревянных ящиков до обломков судов. Но этот предмет выглядел иначе. Массивный, с корявыми железными обручами и резьбой, будто скрывал в себе историю, которую никто не рассказывал. Старый моряк немедленно связался по радио с береговой охраной, и офицер в ответ попросил держаться на расстоянии и дожидаться патруля. Ожидание растянулось. Минуты текли медленно, и Джон чувствовал, как любопытство разъедало осторожность. Он стоял на палубе Марлина, слушал плеск волн и думал о том, насколько легко человеку поддаться собственному любопытству. Особенно, если он один. Ветер носил отголоски старых историй о кораблекрушениях, проклятиях и сокровищах, которые он когда-то слышал в прибрежных тавернах. Эти истории обычно перечислялись в полушутку, но теперь, глядя на деревянный предмет у скал, он чувствовал, как прошлое и легенды сливаются в одно. Когда патруль не пришел вовремя, Джон решил подойти ближе. Он спустил небольшой тендер и пробрался по каменистому берегу. Предмет был старым. Дерево потемнело, железо проржавело, резьба едва читалась под наслоением соли и ракушек. Но мастерство в украшениях было очевидно. Узоры виноградных лоз и волны. Узкие, кривые, возможно, герб. Под коркой существует тонкая печать времени. Он провел пальцем по древесине и отломил пластинки раковин. Под ними проступали слабые буквы и символы, почерневшие, но все еще говорящие о происхождении и назначении. Инстинкт подсказывал ждать, но личная мотивация, сочетание жалости к возможным жертвам и профессиональной любознательности взяла верх. Он вернулся к лодке, взял лом и, вернувшись, с трудом поддел край крышки. Дерево протестовало, трещало, но, наконец, с громким скрипом крышка сдвинулась, выпустив в воздух запах старых металлов и тьму вековой пыли. То, что он увидел, лишило его дыхания. Вместо ожидающих костей внутри лежали сверкающие россыпи. Золотые монеты, серебряный кубок с изящной гравировкой, кольца и кулоны, в том числе медальон с миниатюрным портретом молодой женщины в викторианском стиле. Эмоции нахлынули. Не радость богатства, а глубокое болезненное чувство прикосновения к человеческой судьбе. Он представлял себе капитана, державшего в руках этот ящик. Представил молодую дочь, наделенную портретом. Представил родные, которые, возможно, лишились близких в море. Сама мысль о том, что это был последний покой и что судьба вернула его на поверхность спустя столетия, сжимала горло кораблекрушение, забытые имена, древние письма. Все это было как будто в одной точке, и теперь эта точка называлась Святой Матфей. Патруль все же пришел, но значительно позже.
и поднял находку для транспортировки на материк и исследования. На берегу Джон дал первые показания, скрывая детали о том, как именно открывал гроб. Ему было неловко признаваться в нарушении запретов, но ответственность за находку он не хотел перекладывать на других. Впоследствии гроб доставили в государственное историческое учреждение, где доктор Элилана Прайс и ее команда начали экспертизу. Они определили, что предмет, вероятно, принадлежал викторианской эпохе и мог относиться к исчезнувшему в середине XIX века судну «Селестин». Владельцы, род Эшфордов, числились пропавшими в шторм той давней ночи. Медальон оставили в его временное хранение, как признание его роли. Первооткрывателя Джон держал его в перчатках, глядя на маленький портрет молодой девушки с темными спокойными глазами. Лицо в медальоне казалось знакомым по размытым сновидениям. Иногда оно всплывало перед ним в ночи, как тень незаконченной истории. Он внезапно ощутил странную связь с этой женщиной. Известный у моря вопрос о том, выбрало ли море для него именно этот предмет и эту судьбу. Открытие стало местной, а затем и национальной новостью. Репортеры приходили к его дому, предлагали интервью, но Джон уклонялся. Для него важнее было не признание, а возможность придать находке достойное место и вернуть историю людям, которых она касалась. Государственное учреждение подтвердило связь с семьей Эшфордов. По архивам капитан Томас Эшфорд перевозил тело жены домой, а его дочь Эвелин настояла на сопровождении. Когда Селестин затонул в 1854 году, тела так и не были найдены. И теперь одна из последствий той трагедии, похороненная в водах почти 2 столетия, вернулась, музей предложил Джону вознаграждение, процент от оцененной стоимости коллекции и небольшую премию за обнаружение. Деньги были значительны для человека его профессии. Возможность уладить долги, отремонтировать лодку и обеспечить будущее оставалась притягательной мыслью. Но Джон чувствовал, что богатство – это вторично. Главное – история, которую он достал из глубин. Он принял часть вознаграждения, но главное вложение сделал иначе. Джон купил полуразрушенный маяк на побережье, старое здание, желающее возрождения, и посвятил часть средств его реставрации. Он хотел создать место, где рыбаки могли бы согреться в шторм, рассказать истории и почувствовать, что память о потерянных не исчезает. Он назвал его «Гавань Эшфордов» в честь семьи, чья трагедия привела его к этому повороту судьбы. Реставрация стала для него делом спасения. Каждый гвоздь, каждая доска были актом благодарности и попыткой вернуть человеческий смысл находке. Открытие медальона в музее, подпись под экспозицией со словами «Найдено Джонатаном Крейгом» заставили его чувствовать стыд и гордость одновременно. На церемонии открытия музея он присутствовал как почетный гость. Была репортажная камера, речи и человеческая теплота. Но для него гораздо важнее было то, что местные люди получили возможность приходить в маяк, который вновь обрел свет. Маяк стал убежищем, местом, где старые рыбаки и молодые могилы могли делиться историями и утешаться совместно. Джон часто сидел на вершине маяка, глядя на море, и думал о том, как случай и судьба сплетаются, возвращая то, что однажды было утеряно. Со временем он почувствовал, что должен отпустить находку и ее след. Однажды вечером, когда солнце клонилось к закату и огненный свет ложился по волнам, он вынул медальон из кармана, провел пальцем по портрету Эвелин и тихо сказал: «Пора». Он открыл маленькое окно маяка и отпустил медальон в волны. Он наблюдал, как он мерцал в закатном свете, прежде чем исчезнуть в глубине, и почувствовал облегчение. Не потерю, но завершение. На следующее утро
Кресло смотрителя было пусто. Люди нашли журнал и чашку недопитого кофе. На последней странице он написал: «Я не нашел золота, я нашел смысл, и этого достаточно». Его исчезновение породило слухи и печаль в городке, но маяк остался. Лампа продолжала светить по ночам, ведя корабли и напоминая о том, что память может стать маяком для жизни. Люди, приходившие на берег, говорили, что в тихие ночи можно услышать мелодию, несомую ветром, словно голос девушки, благодарной за то, что ее история вернулась на свет. На основании маяка вскоре установили табличку в честь Джонатана Крейга, человека, который слушал море и вернул его голос. Такая история о случайности, долгом ожидании и тихом героизме показала, что у моря свои способы хранить и возвращать утраченное. Для Джона все закончилось не золотом, а смыслом. Он дал людям место, где можно было помнить, приют для рассказов и свет для тех, кто еще ищет путь в ночи. И когда ветер шел с океана, жители вспоминали, что в мире есть вещи ценнее денег: память, сострадание и способность услышать историю там, где другие видят лишь обломок.